Спустя полгода после релиза второй серии Удивительного цифрового цирка вчера в 8 утра по моему времени наконец-то вышла третья серия. И на этот раз она посвящена хоррорам и жути, ведь сейчас жуткий месяц, а значит октябрь будет полностью заполнен спуки контентом. И поэтому я решил впервые за 1,5 года выпустить не саниковский ролик, не от того, что пиковый лайн премьеры насчитывал почти 500 000 человек, а от того, что третья серия вышла довольно-таки интересной. И качество этого мульта с каждыми сериями становится все выше и выше, поднимая многие проблемы, о которых мало где можно услышать. К тому же множество теорий, которые появились при тщательном просмотре еще самого пилота, подтвердились. Думаю, я тебя уже забатил посмотреть этот ролик, как и моих бустеров, которые продолжают финансово меня поддерживать. Спасибо. Самое первое, что даже не смотревший серию мог заметить, это то, что сама серия не сказал бы, что мрачная, скорее всего жуткая, со своей пугающей летающей головой, что ли Момо из допотопных времен, то ли чудик из Дурс с гигантским хайлом, в котором может поместиться все что угодно. Но ты сам это мог увидеть на примере завороженного Кингера. Но почему он впал в такое состояние? Чуть попозже обсудим, как настанет подходящий момент. Бум! Страшно? Да конечно же нет. Страшнее, чем выйти на улицу и осмотреться вокруг. А значит, вместо того, чтобы пугать и тупо пересказывать сюжет, что произошло в этой серии, как типикал ютубер, давай скипнем эту хрень, ты и так все и сам видел, и вряд ли ты за этим сюда пришел. А лучше поговорим в общем о серии, о ее шуточках и не только. Конечно, это дело личного вкуса, но я в этот раз что-то не кринжанул, будто все сделано на высшем уровне, и даже не с чего побомбить для удержания внимания аудитории на этом ролике. Ой, я, кажется, сломал четвертую стену. Как и Джекс, но у него хотя бы есть оправдание в том, что все они ранее были живыми людьми, а теперь всего лишь болванки, модельки. Понимая, что они теперь нереальны, заперты в этой адской игре, с которой невозможно выбраться. А вот умереть запросто. В нашем случае рассеется, как Кауф в пилоте. Ну хотя что-то я в этом уже даже и не уверен. Как вспоминал Королер, когда его возлюбленная только рассеялась, то она не побежала разносить все вокруг, заражая всех рассинхроном и лагами. Она сидела рядом около любимого и горевала от того, что она сломалась духом, из-за чего рассеялась, и вскоре будет отправлена в пустоту Кейном, где она никогда не сможет встретиться со своим королером. То есть, рассеявшись, личность героя не стирается под ноль, как ранее говорил Кейн, а она остается при них же. Просто похоже, когда персонаж рассеивается и понимает это, он начинает паниковать, что его теперь отправят в пустоту, и он больше никогда ни с кем не увидится, а останется один на один со своими мыслями в глубокой тишине. Пожизненно. Навсегда. Думаю, мне не стоит тебе объяснять, почему хуже этого наказания придумать банально нечего. А может быть, Кейн знает, что при рассеивании герои не погибают, а остаются в своем же сознании. А зачем он тогда их отправляет в яму, ограничивая от остальных героев? Тут уже начинаются мои теории и догадки, а чего бы я бы не рекомендовал бы тебе принять это как за истину. Но по-моему, они звучат довольно-таки правдоподобно в данном случае. Ведь просматривая внимательно все серии, стало очевидно, что Кейн все-таки не совсем человек. У него уж слишком много полномочий и способностей в этом цирке. Он не понимает страдания всех членов этой игры. Для него это просто дикость. И для того, чтобы всем поднять настроение, он устраивает различные приключения, которые вместо веселья еще больше добивают психику страдальцев, от чего они и рассеиваются. Походу, он что-то типа искусственного интеллекта, который работает согласно заложенным командам, не способным понимать переживания людей. Остальные это все видят и начинают бояться исхода пожизненной ссылки и пытаются не думать о том, как выбраться из этой тюрьмы и как вообще им жить дальше, а просто плывут по течению, принимая участие во всех приключениях, организованных Кейном, чтобы хоть как-то отвлечься от своего исхода. И осознание того, что рассеявшись они остаются прежними собой, просто теряют внешнюю оболочку. То зачем им слушаться этого конференсье? Лучше объединиться и продолжить искать выход отсюда и дальше. И во что я действительно верю, скорее всего этим весь сериал и закончится. Кейна же по большей части слушаются, чтобы найти в нем утешение. Плюс он все же всесилен, и при осознавании его бесполезности другими, ему не сдобровать, отчего он быстро прячет рассеявшихся, часто увиливает от ответа, когда о них спрашивают, и ведет
ведет себя крайне нервозно, отчего и появляются такие вопросы недоверия к нему. В любом случае, нам пока все еще не ясно, но по моим ощущениям, к этому все и ведет. А еще достаточно интересный момент, когда уже в подвале король рассказывал, помня о лоре этого мира, что души ищут себе оболочку для того, чтобы покинуть это место, а потом он сам делает акцент на том, что ради этого он учился 4 года информатики, будто бы он сам причастен к созданию этого, самой игры. И тут я решил посмотреть, как это звучит на других языках, а там он говорит не 4 года, как в Рудуближе, а целых 7. Если 4 года это типа обычный бакалавр, то 7 лет я тут уже не знаю. Вряд ли это было просто так сказано. Может, у него 7 лет ушло на создание этой игры, и все же он добровольно в качестве тестера попал в нее, но что-то пошло не так, и он не может вернуться назад в реальный мир. Ибо совпадение, что он специалист в IT, самый древний участник цирка, 7 лет занятия в информатике слишком уж рандомны. Но если их связать воедино, то моя теория в том, что он один из создателей этой игры, сама приходит на ум. Прямых доказательств нет, только косвенные. Также у меня есть еще одна. На этот раз шизотеория, которую, я уверен, сможет разоблачить любой школьник. Меня очень сильно заинтересовал момент, когда королер, глядя в пасть чудовища, вдруг резко был очарован и вдруг сказал: Потрясно, дорогая. И не мог после этого сдвинуться. Причем внутри черной пасти мелькали кружочки, которые возникают у рассеявшихся. А случаем ли во время создания нового мира с мобами Кенни использует тех самых рассеявшихся, а? Уж слишком много совпадений в этой серии было с возлюбленной Кенгера, будто в основе мира Кен использовал именно ее. Я имею в виду ее страхи, жуть, кошмары, чтобы знать, что да как делать. И ее саму для создания этого кошмара. Ведь даже вселившийся дух в помне сказал Кенгеру, что тот потеряет ее прям как свою любимую. Возможно, это тупо совпадение и подводка для раскрытия персонажа, но я не верю в такое. Слишком уж тупо для создателей, которые уделяют внимание каждым мелочам, как задержка дыхания. Ведь в начале серии бывшим людям было делать нефиг, и они проверяли последствия задержки дыхания, ведь по факту кислород им не нужен. Это же игра, не реальный мир. И знаешь, перечисление по типу, кто как меняется, вообще по барабану. Пока не настает тот самый момент с чеховским ружьем, когда королер начал светиться в глубокой темноте, освещая собой путь помни в кромешной тьме. Тут еще можно связать с тем, что будучи единственный раз в адекватычах, помогает помни разобраться в себе, чтобы хотя бы сейчас ее страхи улетучились, и она смогла отвлечься от своей судьбы, что она никогда не сможет вернуться назад. Домой. При этом забавно проведена параллель с Зубл и Кейном, когда они буквально об этом же говорили. Только помни зациклен на своих проблемах и страхах, а Зубл в непринятии своего тела. Я знаю, что автор сериала нетрадиционный, и она ассоциирует себя с Зубл, которая вечно переставляет детали в поисках себя настоящей. Я не об этом хочу сказать, а о том, какая химия взаимопонимания сложилась в адской компашке и психотерапии, где Кейн, будучи неживым, просто не мог понять человеческие переживания, отчего Зубл и горит на него, где вместо занимательного диалога получился цирк. Закончился, как обычно, ничем. Но хотя бы на этот раз серия закончилась на позитивчике, а не как в предыдущих частях на жести и пустоте, ведь этого нам хватило во время просмотра всей серии. Знаешь, я неоднократно тебе говорю, что я не особо фанат хорроров из-за скримаков, резких движений, но если они давят не этими дешевыми приемами, а атмосферой и чем-то жутким, то почему бы не поиграть, либо же не посмотреть третью серию? А как мы знаем, хорроры любят все, в том числе и авторы мультсериала, ведь над ним очень сильно постарались и сделали действительно жутким. Только сама голова, статично висящая над камином, уже вызывает отвращение. И смотреть на нее немного неуютно. А когда начала двигаться, раскрывая свою пасть, издавая крики, я действительно немножко так обосрался, ведь это действительно смесь некогда главного страха Ютуба, лица с Роблокса и та самая зловещая долина, которая в наших головах автоматически заставляет бояться. Это вам не сделать жуткие вариации, друзей. Это хуже. Но за то, что все школьники так сильно обожают жуть, которая пощекочет их неокрепшую психику. Мне ли тебе это объяснять, фанатов Нафетского и Poppy Playtime? Ну и как с предыдущей частью, в это засунули парочку пасхалок. По крайней мере, те, которые я смог заметить. Это, например, как охотники за привидениями, где Джакс находит рандомный пылесос и засасывает им призрака. Это прям очевиднейшая пасхалка, туда же глупо спорить. Но что-то немного меня вынесло шутки, когда Помни подошла к скелету с мольбами, чтобы
чтобы он не оживал, а продолжал лежать на месте. И он негалантно ответил, что не будет. Не, меня вынесло не самой шутки, а ситуации, когда я сам каждый раз во время игры в хорроры вижу такую сцену и понимаю, сейчас эти костяшки выскочат, напугают меня и начнут делать массаж в области простаты. А потом оказывается, что я ошибся и никто не собирается вставать. Да, какая же это жиза. Если обобщить все 3 вышедшие серии, то эту серию я бы назвал бы лучшей в плане раскрытия лора и вселенной в целом. Если вторая отличилась раскрытием темы осознания себя не настоящим NPC в этом мире, то теперь хоррор составляющий и раскрытие самого загадочного персонажа мультсериала. Кингера, который действительно выступил Сейгма Гигачаном, затащив всю катку в Соляного, спася при этом, помни, от одержимости призрака. Качество сериала продолжает расти, от чего я жду не дождусь выхода 4-й части, которая, возможно, будет посвящена раскрытию другого человека, но это не точно. Если она выйдет еще круче этой, то это будет супер имба. Спасибо гличам за отличную серию. Я рад за них, что теперь удивительный цифровой цирк транслируется и на Netflix, ведь они достойны этого. Всем пока.